Дорогие зрители, здравствуйте! Давайте попробуем погадать на февраль. Гадание на февраль, предсказание карт Таро и, может быть, другие для разных знаков зодиака. Каждому знаку зодиака свое предсказание, свои советы, предостережения. Самое лучшее все для вас, лучшие карты, лучшее настроение. Начинаем с Водолея. Согласитесь, это честно. Водолеи именинники, Водолеев поздравляю, желаю всего наилучшего. Итак, Водолеи, в вашем, безусловно, в вашем месяце феврале, что вас ждет? Посмотрим. Месяц выбора у вас, оказывается, выбора. Причем выбор в основном с деньгами связанный. И с какими-то довольно практическими вещами. Можете выбирать работу, можете выбирать деловых партнеров или новую зарплату, новый бизнес. Выбор, безусловно, ваш собственный, то есть никто вас не подгоняет и за вас никто не решит, но вот это ваша любимая семерка кубков. Почему ваша любимая? Потому что такая вот водолейские фантазии эта карта описывает. То есть вам кажется, выбор действительно есть. Вот смотрите, если выбираете сейчас работу или две дороги перед вами, несколько, тут важно различать. Выбор этот действительно есть. И действительно он ваш. В каком-то смысле решаете судьбу. Это все понятно. Но не надо его додумывать, этот выбор, не надо его расширять. То есть выбираете, например, новую работу, да, из двух вариантов, из одного из трех, но не нужно воображать, что их 7 или 16 этих самых вариантов. То есть немножко что-то додуманное, картина жизни благополучная, ваша, она такая очень реалистичная, но вот этот вот реалистичный подход к происходящему важно сохранять, продолжать. То есть не нужно накручивать, да, это так называется, не нужно накручивать. Хорошие деньги вас ждут в этом месяце, в целом хорошее положение, такое вот очень уверенное, материальное, и в общем обходитесь без каких-то сильно заметных, каких-то глобальных перемен, я бы сказала. То есть все очень понятно, что делать. И чуть-чуть подумали, чуть-чуть посчитали, где выгоднее, с кем выгоднее. И месяц не самый, может быть, любовный, хотя, да, выбор любовный, романтический тоже может присутствовать. И в этом случае карта тоже вам советует руководствоваться какими-то соображениями выгоды, соображениями очень практическими, может быть, даже утилитарными. Вот, смотрите, колесо фортуны. Карта подсказывает, что вообще-то определенная удача, определенное везение на вашей стороне. То есть, везучий месяц, хороший месяц, с дорогами, с, каким-то таким, может быть, духом непредсказуемого авантюризма. Все как мы любим, да? Давайте посмотрим. Ленорман. О чем вам говорит Ленорман? Предупреждает, да, змея, по-моему, эта карта называется. Немножко она предупреждает об интригах неожиданно. Что ж, где счастье, где везение, там всегда интриги. Счастье всегда кто-то позавидует. В общем-то, мы к этому готовы. Но неплохо. По-моему, прогноз очень даже четкий и очень даже оптимистичный. Получает Водолей. С днем рождения еще раз, Водолеи. Далее, конечно же, мы переходим к рыбам. Рыбы на очереди. У рыб начинаются дни рождения тоже, кстати, в феврале. Тоже поздравляю заранее и желаю всего-всего, что вы себе придумали. Так, рыбы в феврале. Ожидания большие у вас. Много ждете от этого месяца. Опять же, много денег ждете от этого месяца.
много выгодных сделок, много выгодных предложений каких-то, премии, повышение зарплаты или выгодный брак, новый дом благополучный. В общем, интересы февраля у рыб крутятся в какой-то такой очень материальной, понятной плоскости. Есть шанс на, собственно, вот это загаданное получить, то есть есть возможность, увидеть жизнь с лучшей стороны. Это может быть действительно новая работа с какой-то вот невиданно большой зарплатой, там в разы превышающей. И, опять же, карты и фокусируют тоже вас на каких-то материальных, в основном, ожиданиях. Вот смотрите, наверное, не нужно ударяться в любовь, романтику, потому что всегда надо делать то, что судьба велит, то, что лучше получается. А получается сейчас зарабатывать, и вообще какие-то выгоды и преференции, профиты какие-то от жизни получать. Возможно, новое знакомство и такое, в общем, долгоиграющее, приводящее, по вашему желанию, по вашим планам, приводящее к некому результату. Немножко смущает присутствие злодейки-соперницы. Она как будто бы между вами и вашим вот этим новым счастьем. Между вами это новая любовь, может быть, новый роман, в котором изначально заложена какая-то соревновательность и недоброжелательное отношение некой женщины. Тоже, в общем, здесь нет большой какой-то такой драмы, потому что все это вы уже проходили, со всем этим наверняка справлялись с чем-то похожим, подобным. Но это может быть также и женщина, которая против ваших денег. Вот категорически против того, чтобы вам досталась эта премия, чтобы вас выбрали работником месяца. Видите, месяц февраль для рыб полон тех самых счастливых неожиданностей, тех самых удивительных открытий, исполнения желания. Крупное желание у вас исполнится. Берегите загаданное от вот этих дурных глаз, от, в принципе, людей, которые могут позавидовать, и приветствуйте новые знакомства. Вообще, паж пентаклей, то есть человек, который в феврале войдет в вашу жизнь, неважно в какой роли, сыграет службу хорошую вам в жизни, заслужит, службу. То есть жизнь вашу украсит, и это будет надежный друг или, может быть, верный муж в будущем вашем. Хорошие карты, я бы сказала, тоже достаточно оптимистичные. Посмотрим Ленорман. О чем говорит колода Ленорман, рыбам о чем говорит, да. Вот видите, Ленорман немножко пессимистичнее смотрит на ваш февраль. Тучи. Впрочем, эти тучи, возможно, это как раз вот это вот недоброжелательное отношение, сложные эмоции, которые вы через эту злодейку получаете, тучи, дурные слова, дурные новости, которые хоть и не являются таковыми, но таковыми кажутся. Но, знаете, у любой тучи есть такая старинная пословица. У любой тучи есть обязательно золотой краешек. Рыба. Все прекрасно. Все понятно, практично, выгодно и прекрасно в этом феврале для вас. Я бы сказала, главное не фокусироваться на негативе. Главное не видеть врагов повсюду, а более рассматривать друзей. И далее, конечно же, Овны. Для Овна какие будут карты? Овнам придется переживать немножко.
Особенно, конечно, сложно придется, знаете, в вопросах карьеры и в том месте, где у вас сходятся, вот вспомните, там, где ваша работа, карьера и соответствующие ожидания, и там же, где-то там же, сходятся очень-очень личные интересы. Это история, где вы, например, дружите с коллегами, где очень сложные такие эмоциональные связи, привязанности между вами и вашими, опять же, коллегами или бизнес-партнерами присутствует. То есть вам сложный выбор предстоит в этом месяце, в этом феврале, Овны. Выбор, который буквально разделяет ваши отношения, не жизнь, нет, ваши отношения с одним конкретным человеком разделяются на до и после. Это выбор, друзья ли мы или мы только коллеги. В общем, видите, кризисная ситуация в первую очередь связана с тем, что не получится, у вас никак не получится вести себя хорошо или остаться хорошей для всех. Нужно будет все равно явить миру свою, такую эгоистичную или хищную сторону. Могут испортиться отношения с очень-очень близкими людьми. Если допустите, если испортятся отношения, то это будет, не хочется громких слов там говорить навсегда, но это может быть весьма надолго. Весьма надолго. Вот, видите, да, кто-то интригует, некто интригует против вас, но с этим можно смириться, и это можно пережить, потому что это, в общем, неизбежная жизненная история. Значительно хуже, если вам придется вот так себя вести, идти в обход, что-то скрывать, быть не собой и проявлять неискренность в ситуациях, максимальный дискомфорт, приносящих вот Овнам, потому что для вас вот такой сложный этический выбор — это действительно очень-очень некомфортно и неприятно. Интересно, что вот явного конфликта с битьем посуды здесь нету. Здесь скорее вы вдруг, может быть, впервые в жизни даже, болезненно, очень сложно утрачиваете доверие, переживаете утрату доверия человеку или людям, которым доверяли безраздельно. Ну что ж, эта карта описывает какой-то некий урок, некий момент познания мира, познания жизни, познавания жизни, момент инициации. То есть вот то, что было невинно, очень по-домашнему, доверительно и хорошо, вдруг оборачивается своей вот очень-очень сложной стороной. И встреча не состоится, говорят карты, встреча, которую вы так ждете, которая вам так сейчас нужна. Эта встреча не состоится, но не оплакивайте, пусть так оно и будет, так и должно быть. Эту встречу нужно отменить. Ленорман для Овна. Интересная карта, интересная у вас. Дорога, да? То есть, видите, все-таки перемены в жизни карта вам описывает. Даже я не скажу, что это в жизни перемены. Здесь идут более перемены в ваших взглядах, в вашем отношении к людям. Переработать, может быть, и себя, какие-то свои жизненные концепции тоже придется. Хотя, опять же, карты не такие уж крупные. То есть ваша жизнь круто на 180 градусов не разворачивается. Это все-таки ситуация очень локальная, такая местечковая, может быть, даже унизительно мелко. Здесь нет размаха, здесь нет какой-то такой вот абстрактной, знаете, космической идеи.
Ну, это то, что бывает, я так скажу. Это то, что бывает. Это то, что бывает. Это то, что в мире людей приходится не предательство, я бы не сказала, нет, не великий обман, нет, но обжечься на человеке, вот так вот. Далее для Тельца, этот февраль для Тельца, тоже Тельцу несколько карт. Угу. Ну, не надо те же самые, наверное. Ну, представляете, те же самые карты падают. Вот особенно, конечно, характерно для Тельцы. Вот есть среди вас сейчас, среди зрителей, те, кто родился на Куспиде дома, вот полуовны. Ну, есть наверняка, неизбежно. Смотрите, Тельцам и Овнам одинаковые карты выпадают, только в разном порядке. Поэтому вот для вас, если вы на Куспиде второго дома родились, это вообще очень красноречивое предсказание, то есть неизбежность, никуда не уйти. Видите, что для Тельца идет? Следите за доверием, следите за вообще людьми, которым вы по роду жизни, по роду службы, по обстоятельствам жизненным вынуждены или привыкли доверять. Часто это, да, это даже члены семьи могут быть, но чаще это все-таки друзья или какие-то коллеги. Предложение, которое кажется невинным и безопасным, даже интересным для вас, например, выгодным, на самом деле заведет вас в ловушку, приведет вас в какую-то совершенно кризисную историю, Тельцы. Доверие, которое обмануть как будто бы и нельзя было, но оказалось можно. Вот что вас ждет в этом феврале. Сложный месяц февраль для Тельцов, вообще сложный. Астрологически сложный, видите, да. То есть здесь есть персона месяца, видите, в центре вот этот рыцарь жезлов. Персона месяца. Мы сейчас не говорим, мужчина, женщина, какого возраста, но человек, который испортил все. Вот знаете, бывает такое, да, вот герой, который испортил все. Нарушил ваши планы, не дал вам заработать, не дал вам место занять, какую-то должность. В общем, отменил свидание в самый неподходящий момент. Мне не нравятся эти карты, тем более мне не нравятся, видите. Ох ты, кто-то очень гладко селит, но жестко спать. Особенно в профессиональных, ваших карьерных контактах будьте внимательны и осторожны. Вас используют, знаете, с большим размахом, используют и вот заводят не туда. И февраль может оказаться действительно кризисным. Ну, помните, да, что такое кризис? Это возможности. Поэтому, наверное, месяц не будет спокойным. Вот что мы торопимся, где мы вас торопимся заверить о чем-то, да, в чем убедить. Не будет спокойным. Вопросы доверия на первом месте. Сложно, все сложно. Ленорман-то хоть, наверное, будет. Прям вот хоть перегадывай, вот честное слово. Ну вот, ключ, карта ключ. Ленорман предлагает карту ключ, как выход из ситуации. Февраль заводит вас, давайте называть вещи своими именами, заводит вас в ситуацию, в некий тупик, но та же самая жизнь предлагает и ключ, методы решения этой истории. Про любовь, если ваши вопросы, то пожалуй, нет. Страсти много страсти. Если новые знакомства будут и так далее, это все очень страстно, это ярко, но это может быть все-таки не сильно ненадолго. Это может быть как-то очень, знаете, очень-очень проходящее или преходящее, как правильно сказать. Далее, конечно же, близнецы. Для близнецов посмотрим этот февраль, насколько хорош. Смотрите, ну,
Все поменялось. Близнецы в своей лучшей форме, в своем лучшем виде. Близнецам везет. У близнецов очень быстро решится вопрос. Есть у вас вопрос? Ну, наверняка. Такой сложный, наболевший, неоднозначный, длящийся и подлежащий срочному решению. Вот он решится быстрее, чем думаете. То есть прозвучит вот это вот предложение для вас, не знаю, о работе, о браке, о дороге, о чем угодно. И вы с легким сердцем это предложение примете. Собственно, это и совет. Принимаете. Видите, речь идет о любви, речь идет о наполненности вашего сердца. Предложение о браке, предложение о свадьбе. И здесь есть чувство, здесь есть очень такая честная, продолжительная, интересная для вас любовная история. Поэтому для близнецов именно этот февраль может оказаться месяцем вот открытий таких, брачно-любовных, и знакомства все приветствуются. То есть только правильные, только интересные или даже выгодные люди судьба подтягивает к вам. Торопитесь, радуйтесь жизни, открывайте ваше сердце в принципе проходящим и пусть даже преходящим каким-то таким радостям. Время удовольствия, время легких, интересных, быстрых денег, время интересных тех же трат. Карты просят вас очень оптимистично и дерзко смотреть на жизнь, все вопросы решать быстро, полагаясь на везение, на помощь неба, полагаясь на собственную, здесь идет еще и ваша собственная интуиция очень активно задействована. И не только в вопросах любви, в любых совершенно, в каждом вопросе чувствуйте сердцем, вибрируйте сердцем и прощайте, любите, встречаетесь. Карты не деловые, но не самые, скажем, деловые или денежные карты выпадают близнецам, но все равно в таком наборе они и успех карьерный тоже сообщают. Они включают предложения и о бизнесе. Видите, вот опять же, у вас выход. Февраль, вот поздравляю близнецов, вот вы понимаете, о чем я говорю. У вас находится выход из ситуации. Раз, и вот эти воротики волшебные, вот этот вот долгожданный портал, который никак нельзя было обнаружить, нащупать, и вдруг он находится. Ага, вот оказывается, вот так мы можем выйти из сложной какой-то там истории, не знаю, в бизнесе, в делах, в деньгах. Но это очень хороший набор карт именно для личной жизни. Такие правильные и судьбоносные, и душеспасительные решения про любовь принимаются здесь. Посмотрите. Свадьба на носу, свадьба на носу. Кстати, приглашаю всех на мои прямые эфиры, где мы гадаем вместе, где вы можете задавать вопросы в чате, трансляции, и где мы как раз в основном гадаем на любовь, на скорое замужество, на всякие перспективные знакомства. Ну, для близнецов давайте еще в довершение. Ленорман, что за подсказочка? О, знакомство. Мужчина вам выпадает. Знакомство, персонаж. Какой-то такой очень-очень заметный мужской персонаж. Конечно, для одиноких женщин-близнецов это самый понятный расклад. Но этот незнакомец может вас порадовать и в делах, и в деньгах, и в спорах, и, знаете, в чем угодно. Близнецы, пока из всех, кому мы погадали на февраль, из всех знаков, вы на первом месте, вы в фаворитах, вы в любимчиках у судьбы. Нам-то похуже карты достались. Рак. Так. Раки. Оказывается, во власти. Здесь можно было бы поставить точку или предложить разные варианты. Видите, вы во власти. И вот дальше продолжите сами это предложение. Во власти кого? Во власти чего? Силы.
внешние силы как никогда мощно воздействуют на вас и владеют вашей жизнью. Именно очень-очень, знаете, такие внешние силы, вами как будто бы кто-то командует. Но не бойтесь и не сомневайтесь, это не какие-то потусторонние сущности, но в вашей жизни действительно вот появляются люди, которым, ну, как будто бы легче выбирать вашу судьбу, легче выбирать судьбу, чем вам. Вы догадались, о ком идет речь? О чем идет речь? Очень заметная мужская фигура. То есть есть мужчина месяца для вас, раки, и недоброжелатель, но и не враг. То есть человек, который лично к вам может относиться весьма равнодушно, но тем не менее. Карты советуют вам передать выбор в собственной жизни, передать вот кому-то. Знающий человек, ведущий человек. Ну, в каком-то смысле волшебник, может быть. Волшебник, который исполнит вашу мечту. Казенный человек, возможно. Какой-то посредник в бизнес-делах, может быть. И предложение, крупное предложение о делах, о карьере услышат раки. Посмотрите, деловое предложение, о котором вы буквально мечтали. Что эти карты торопятся вам сказать? Вот бывают в жизни моменты, когда действительно лучше не выбирать самим, а лучше послушать старших, использовать чужой опыт, ну, поучиться на чужих ошибках, в конце концов, покориться, подчиниться, послушаться. Это более даже так называется, даже более подходящее слово, послушаться кого-то. Хорошо, если... В общем, месяц авторитетов. Понимаете, да? Авторитетов. И таким авторитетом может быть и духовное лицо, ваш духовный наставник, какой-то отец. Это может быть и ваш учитель, в конце концов, в университете, который вот за вас там выбирает, ну, не знаю, вашу специализацию или что-то. То есть это время авторитетов, видите? Создается такая, возникает пара, равноценная, но и взаимовыгодная в то же время. Достаточно месяц с учебой связан, с казенными делами, с документами. И вообще месяц, который приближает вас к большой, может быть, даже самой главной в жизни вашей мечте. Ох, не промахнитесь. Крупные ставки, большие желания должны быть у вас в этом месяце. Ленорман. Угу. Новость, весть. Ну, мы здесь увидели уже, да, предложение. Весточка, которую вы давно ждали, на которую вы надеялись. Может быть, не слишком материально, не слишком денежным окажется этот месяц. Далее львы. Для льва. Ого! Посмотрите. Ветер перемен счастливый и ветер удач подхватывает льва. Что сказать? Знаете, две карты выпадают из трех, да? Две карты выпадают с одинаковым значением. Это шестерка жезлов, карта колесница или повозка. Обе они обозначают победу. Ну, то есть просто виктория, просто ваша победа в конкурсе, в споре, в каком-то соревновании, в бизнесе, может быть, в бизнес-конкуренции в какой-то. В общем, вот вам предстоит слышать аплодисменты, похвалы, признания в свой адрес. Это такой вот момент, очень объективно оцененный, внешне оцененный людьми вашей победы. Вы оказались лучше. И
конечно, это известие будет весьма долгожданное. С такими картами, в общем, вам никаких предостережений нет и советы не нужны. Совет может быть только один, может быть, даже в момент вот такого совершенного триумфа, да, вы побеждаете в каком-то большом споре с самой судьбой. В момент такого безусловного триумфа, не все равно сохраняется какой-то реалистичный взгляд на жизнь, на происходящее и на мир. Суммарно, я думаю, что это очень карьерные карты. То есть отчасти благодаря случаю, отчасти благодаря такому вот космическому везению вы получаете более высокую должность. Здесь карта повешенной есть, она обозначает тут перемену в статусе, перемену в вашем благородном положении в обществе. И это действительно, как правило, и касается карьеры, касается названия вашей должности. Невероятно карьерный взлет. О, и тройка жезлов еще, да. То есть новые вершины в делах, в карьере у вас открываются, новое, какой-то такой захватывающий дух, захватывающее дух, рвение. Очень много захочется сделать, захочется пойти дальше, захочется, в общем, дальше, больше, выше, сильнее. Вы победили один раз, и с этим чувством, с этим настроением сложно остановиться. А что же любовь, спросите вы? Ну, наверняка, да? В этом месяце, когда есть День всех влюбленных, и вообще предвкушается весна, карты в целом весьма хороши и для знакомств, например, для новых. А с одной лишь только оговорка. Считается, что шестерка жезлов, да, собственная карта колесницы, весьма-весьма эгоистичны. Поэтому вы как можете встретить какого-то очень эгоистичного избранника, думаем мы так, да, так и вы сами остерегаетесь проявлений такого вот большого, махрового, как говорят, эгоизма, который, не знаю, в любви иногда помогает, но может и помешать. Впрочем, карта Луна, колода Ленорман, говорит, что, есть и место тайне. Есть и место тайне, а в этой жизни есть место каким-то очень глубоким эмоциям, хотя никто снаружи, со стороны, глядя на вас, никто не подумает, насколько серьезно насколько серьезно и содержательно ваши переживания. В общем, исполнение всех самых серьезных, больших желаний обещает Льву февраль. Далее Дева. Посмотрим, какой прогноз будет для Девы. Естественно, конечно. Дева. Изобилие, благополучие, все, к чему вы стремились. Новое знакомство. Посмотрите, не знаю, насколько вы сейчас готовы приглашать в свою жизнь новых людей или там какую-то новую любовь. Но если готовы, то шанс на это есть. Потому что посланник истинной любви, посланник истинного чувства, мы видим его. И так все легко, такие светлые, такие, знаете, радостные возможности здесь идут. Месяц обещает быть какое-то, нужно очень правильное слово, безмятежным. Это слово безмятежность. Вот это вот ощущение принятия у вас идет, все на своих местах, все идет каким-то должным ходом, все складывается каким-то идеальным образом, и некуда торопиться, и некого торопить, и как будто бы не о чем переживать и не от кого скрываться. Такая ясная дорога,
очень понятный выбор, никаких кризисных ситуаций, никаких явных там напрашивающихся конфликтов. То есть это время добродетельно работать, учиться, ну или выстраивать отношения. Видите, даже здесь есть у нас десятка кубков, время изобилия. Изобилие денежное, хорошее здоровье, благополучие в семье карта обозначает. Вообще в целом окруженность вашу очень доброжелательными, порядочными, честными людьми, которые только хорошего вам желают. И нечто новое врывается в вашу жизнь. Опять же, либо новая персона, романтическое или дружеское знакомство, а либо это ваше новое, знаете, увлечение души, я бы так сказала. Это вряд ли новая работа или новая там новый бизнес. Это ваш нежный интерес. То, что прежде вы не замечали, наверное, в своей жизни, вам предстоит это заметить и в это влюбиться. Замечательные карты. Туз мечей немножко торопит ситуацию и говорит, что да, будут поступки, будут новости, будут известия, которые вашу жизнь разделят на до и после. Как гром среди ясного неба, крупное предложение услышите. А уж о чем оно будет, это догадайтесь сами. Наверное, если включить интуицию, можете вообразить, что вам сейчас готово предложить судьба. А если не знаете до конца, то приходите на мои прямые эфиры, на которых мы гадаем, отвечаем с картами на ваши вопросы. Возможно, вам повезет, и я выберу именно ваш вопрос и вам отвечу. Следите за моими прямыми эфирами на канале. Ого, ничего себе! Корабль, да, путешествия, перемены в жизни. Очень крупные путешествия, перемены в жизни карты обещают. То есть вот это тот момент, когда прежние запутанные или драматические ситуации жизненные вы вот покидаете наконец-то, есть на чем, за счет чего. Знаете, карта это вообще в Ленорман обозначает ресурсы, которых вот прежде почему-то не было, а теперь они появились. Появились деньги, появились связи, почему бы нет, появилось настроение или появились наконец-то физические силы, прибыли ваши физические силы, прибыло здоровье для того, чтобы воплотить прежде задуманное. Девы, очень плодотворный месяц вас ждет, очень, ну знаете, такой в масштабном смысле добрый, с добрыми людьми и с добротой вашего сердца. Весы. Так, для весов новый человек. Не пропустите важный, нужный новый человек. Возможно, обменять на старого. Знаете, это модно, да, популярно сейчас. Кого-то на кого-то обменять. Видите, да? То есть ваш выбор идет в пользу нового человека. Да, видите, да? Два пажа. Двойка и два пажа. Очень говорящие карты для весов, если речь идет про любовь. Если речь идет про любовь, про ваши вот эти вот, ну, в целом, ожидания, может быть, романтические, то, видите, здесь выбор из двух вариантов. Выбор из двух женихов, из двух. То есть есть возможность, например, да, познакомиться сразу с двумя людьми, каждый из которых по-своему хорош, каждый из которых что-то свое такое вот предлагает. Легкие карты, веселые карты. Безусловно, темой месяца февраля для весов становится именно знакомство, именно появление новых людей. Это могут быть и деловые знакомства, это могут быть и
знакомства, естественно, романтические, по учебе связанные с дорогами, с чем угодно. Ну, принято считать, что пажи — это вообще молодые люди. И часто в раскладе это будут ваши дети. Ваши дети, ваши внуки и ваши хлопоты, например, с ними связаны. Устройство детей на учебу, устройство детей куда-то еще. Хорошие легкие карты. Они как свежий бриз, как будто бы свежие, массу свежих, очень таких нежных, трогательных впечатлений приносят в вашу жизнь. Естественно, они советуют весам открываться новому, потому что пажи — это не только новые люди, это ваши новые глаза. Это ваше новое видение, может быть, привычных, известных уже жизненных ситуаций. Пажи — это вот такая... Это момент, когда вы можете, конечно, под влиянием каких-то внешних, новых факторов, под влиянием каких-то новостей, но вы можете как заново родиться, как по-другому оценить свои профессиональные возможности. И другие, да, новые знакомства. Видите, двойка. Но двойка кубков все-таки возвращает нас к теме любви и романтики, да, сложится пара. Две двойки, смотрите, две двойки и два пажа. Сложится пара. Но здесь у нас даже две пары. Немножко ребус, немножко загадка для весов. Но вы, может быть, вы уже догадались, почему их двое. Почему всего по два? Кстати, если ждете новую работу, у вас может прийти, например, две новые работы. Ждете две там дороги, да, какие-то, и дорогу, вернее, ждете, а у вас две дороги появляются. В общем, всего по два. Жизнь раздваивается, но тем лучше, значит, больше выбор. Ленорман для весов. Ну вот, опять же, новость, известие, письмо, сообщение. Вообще пажи — это еще, особенно паж мечей, да, это еще и слова. То есть вам придется буквально участвовать в разговорах, в переписке, получать, отправлять вот эти вот письма, сообщения. То есть это довольно такая вот насыщенная вербальной энергией ситуация, да, месяц насыщен именно вербальной такой вот суетой, перепиской, например. Может возникнуть, например, любовная переписка в интернете, которой прежде не было. Скорпион. Так, Скорпион у нас получает довольно, я бы сказала, разные карты. Есть угроза, есть тайный враг. Но поскольку это королева, можем сказать, что это врагиня, потому что это женщина. И в то же время есть возможность всех этих происков избежать. Судьба, удача на вашей стороне. Какими бы ни были ваши там жизненные проекты, то есть легкие дороги вас ждут, легкие деньги. В общем, много, знаете, такого веселья. Поводы для веселья, для праздников и дискотек у вас есть. Разговоры на вашу тему за вашей спиной. Насколько опасны, трудно здесь, в общем-то, сказать. Как будто бы зреет. Вот знаете, внешняя картинка вашей жизни радостная и безупречно хорошая, а за вашей спиной как будто бы зреет чей-то, я немножко с ударением, да, чей-то дурной план, чей-то дурной замысел. То есть, видите, кому-то не так уж радостно на это смотреть, как вы легко зарабатываете или как легко развивается ваша карьера. Здесь нет открытого конфликта, не думаю, что это прям вот с потерями для вас связано. Но, возможно, кто-то рядом с вами не такой уж вам
друг и не такой уж доброжелатель, каким хочет казаться. А? Присмотритесь. Вот с такими картами вам бы стоило к кому-то бы присмотреться, наверное. Видите, 8 кубков. То есть такой момент, ну, несостоятельности планов, что ли, через чужой капкан. Вообще королева мечей с картой Луной, с Луной, еще и 8 кубков выпала, да? Вот эти карты чуть-чуть немножко про магию, чуть-чуть про мистику, чуть-чуть про какие-то, может быть, магические такие воздействия. То есть карты торопятся предупредить скорпионов, причем, заметьте, только скорпионов. В этом ряду гаданий ни для кого таких или похожих даже указаний, таких рассказов не было. А карты торопятся вас предупредить. Да, все-таки оглядывайтесь, все-таки не доверяйте ситуациям, людям безоглядно, потому что, ну вот как будто бы кто-то все-таки против вашего успеха. И отказ, видите, одна из примет февраля для скорпиона – это серьезный большой отказ. Да, кто-то постарается, кто-то похлопочет о том, чтобы вот случился чтобы вам отказали, чтобы не состоялся какой-то ваш план, чтобы вам посложнее было принимать некое решение. То есть кто-то поперек дороги, поперек вашего пути встает. Но хуже всего не это, а хуже всего то, что все это делается очень-очень тайно. И о происках этих врагов в этом феврале вы можете узнать значительно позже, а можете не узнать вовсе. Ленорман для скорпиона. Перемены в жизни, видите, все-таки в определенную какую-то дорогу карты складываются, и все хорошо. На самом деле удачный месяц. Он даже может оказаться в чем-то легче, чем вы ждете. Ну, а вот этих вот всех колдующих и враждующих нужно просто, не знаю, выводить на чистую воду. Далее, конечно же, Стрелец. Для Стрельца февраль выглядит каким? Я думаю, что... Ох ты, ох, какой денежный месяц, какой денежный месяц, Стрельцы. То есть, действительно, речь идет о деньгах, об очень реальных перспективах заработать. То есть, карьера, должность, удачный выбор с работой, связанный с бизнесом, очень уверенное положение материальное, денежное. У вас идет возможность отлично заработать, возможность заключить, создать какие-то союзы именно по карьере и по деньгам. То есть, ну, просто время богатеть. Время богатеть, разбогатеть, время собираться вот как это сказать, в сообщество, да, вот на почве там совместных каких-то, для совместных заработков. Документы подписываются, опять же, связанные с деньгами, с продажами, покупками, с какими-то инвестициями и прочее. Оформляются договоры, разные партнерства. Спонсорская помощь может приходить, и тоже она, естественно, бумагами фиксируется. В общем, у стрельцов все понятно. Никакой мистики, никакой абстракции здесь нету. Если пока что не знаете, задаетесь вопросом, что вам делать в этом феврале, то вот что, зарабатываете деньги, продавайте что-то, покупаете что-то, потому что этот месяц закладывает почву для материального будущего вашего. Вот так вот. Для будущего успеха. Или Ленорман, птичка.
вам хорошие новости несет. Та самая новость, опять же, о деньгах, о карьере, о бизнесе, та самая новость, которую вы давно ждали, но, может быть, и не верили в нее. Что за карты достанутся Козерогу? Козерогу в этом феврале. Козероги только что отпраздновали, отыграли дни рождения, то есть ваш собственный личный персональный год, ваш собственный соляр только начинается. И все должно быть очень на подъеме, и все должно быть очень-очень хорошо. Ну, давайте посмотрим. Так, в феврале у Козерога произойдет буквально следующее. Так, карьерные успехи, денежные успехи, все приземленно, все понятно, все очень убедительно, предсказуемо и, в общем-то, очень даже хорошо. Если не знаете, чему посвятить этот февраль, посвятите его развитию бизнеса, развитию вашей карьеры, работы, вашим делам, как хотите. Такая новая энергия. Вот Вселенная вам сейчас сообщает новые ресурсы, новую энергию для будущих каких-то свершений. То есть у вас появляются возможности, не знаю, деньги на тот же бизнес, здоровье, энтузиазм, силы, в общем. Массу новых впечатлений несет вам этот февраль. И отличное настроение. Какой-то такой вот выход из осенне-зимней хандры у вас случится. Ну и не в последнюю очередь это благодаря деньгам. То есть получаете премии, получаете прибыли. У вас как будто бы всерьез и надолго ваше материальное положение вот становится как более понятным, более стабильным. И вы как будто закончился некий такой испытательный срок. Вы как будто доказали судьбе, что достойно много зарабатывать и вообще вот так вот хорошо жить. Но король Пентаклей — это фигурная карта, портретная. То есть он есть человек, есть портрет мужчина месяца. Для кого-то это будущий муж, для кого-то это просто надежный партнер в бизнесе, для кого-то это просто человек, к которому можно обратиться за деньгами, за какой-то материальной помощью и поддержкой. Ну, такой вот очень-очень практический месяц, очень с понятными такими задачами, никакой мистики, никакой лирики. Хотя, если ваши вопросы к февралю о любви, то она вполне себе может случиться. Ну, больше делайте ставку все-таки на отношения уже длящиеся, потому что тройка в основном она хороша для продолжения. Да, говорит карта, роман продолжится, да, переписка продолжится, да, отношения продолжатся. И в вашу жизнь, видите, приходят какие-то очень серьезные, приходит серьезная ответственность. Козерога не напугаешь такими вещами. То есть заметно поменяется жизнь у вас в этом феврале. Заметно поменяется. В первую очередь, да, за счет карьеры, каких-то заработков. Другие мысли о деньгах, другие энергии, другие категории, которыми вы эти деньги мыслите и считаете. Шестерка мечей — это еще и указание на дорогу, как выход из, может быть, сложной жизненной ситуации. Может сложиться такая вот дорога покидания одного места, например, покидание места работы, и дорога в другой кабинет, в какую-то другую организацию, захватывающий, полный перемены приключений месяц, итогом которого окажутся заработки, какие-то, может быть, отложенные деньги или крупные купленные вещи. Букет. Карта называется букет. То есть месяц такой вот оказывается таким подарочным. Вам предстоит получить подарок. Подарок из рук судьбы, но, собственно, у судьбы рук нет. Она использует, как правило, руки какие-то человеческие. Поэтому, да, февраль Козерогов одаривает возможностями. Даже нет, не возможностями. Здесь уже конкретные, конечные результаты, плоды, призы. Я благодарю вас всех за то, что вы со мной, за то, что вы посмотрели это гадание. И увидимся